В этом видео я обозначу 7 правил для профессиональной обрезки роз, понятных даже для кота. Первое правило, самое важное, самое главное, это должен быть чистый обязательно, чтобы не переносить болячки с одного растения на другую, и острый инструмент. Ну, такой у нас имеется, поэтому будем сейчас обрезать им. Второе правило гласит: обрезай свою розу вовремя. Есть два типа обрезки: осенняя и весенняя. У нас на территории Украины можно практиковать осеннюю обрезку роз, потому что у нас климат мягкий достаточно, и в принципе нам позволяет природа это делать. На территории средней полосы России, а я знаю много зрителей моих оттуда, лучше обрезать розы в весенний период. Поэтому сейчас сразу обозначим сроки, когда конкретно на что стоит ориентироваться именно в обрезке роз. То есть если вы обрезаете свою розу осенью, самый главный маркер — это ее должно ударить слегка морозом. Ну, даже не морозом, а заморозком. Возможно, в ночной период первый заморозок у вас прошел, розу можно обрезать. Для чего это делается? Если розу обрезать раньше, то, так как погоду мы не можем спрогнозировать, у вас может начаться оттепель. И если роза будет обрезана раньше, она сможет пустить молодые побеги, вот как здесь. Вот. И потратит усилия на выгонку этих побегов, соки, которые она могла бы запасти в зимний период. Побеги эти не выживут, и в принципе почки будут нарушены уже. То есть и не заложатся новые. И, соответственно, роза обмерзнет, то есть пойдут почки еще ниже, и куст ослабеет. Вот, поэтому стоит ориентироваться именно на обрезку, то есть только после того, как роза ударила морозом. Наша роза, мы сейчас вам показываем ее только потому, что мы ее собираемся пересаживать. И, в принципе, при пересадке всю массу желательно вегетативную удалять, для того, чтобы было легче и пережить пересадку. Поэтому очень удобный, так сказать, к случаю вариант, где можно показать обрезку роз к сезону. Второй вариант обрезки — это весенняя обрезка. Весной на что стоит ориентироваться? Есть такой кустарник, называется форзиция. Это кустарник с желтыми цветами, все его, наверное, знают, видели. Он растет достаточно в широкой климатической зоне, и на него стоит ориентироваться. Как только форзиция зацветает, можно обрезать розу. Это где-то начало апреля, конец марта. В наших условиях, в ваших может быть как-то по-другому. Для того, чтобы минимизировать риск возвратных заморозков и обрезать розу именно вовремя, перед самым отрастанием. Также еще один момент очень важный, который я забыл учесть. Если вы обрезаете розу осенью, обязательно оставляйте запас на то, что ветки обмерзнут. Ее надо резать выше. Например, если в весенний период вы режете примерно где-то 30-40 сантиметров, то в осенний период это должно быть 40-50 сантиметров на чайно-гибридных розах. На розах флорибунда можно сделать чуть-чуть пониже. Еще одно важное правило, которое нужно соблюдать: обязательно делайте косой срез при срезке ветвей. Это очень важно. Сейчас объясню почему. То есть если вы розу срежете вот так, ровненько, то, во-первых, есть вероятность того, что вы расщепите побег. Потому что побеги не все сильные у розы, бывают очень толстые и при срезке могут пострадать. Таким образом, если вы будете резать над почкой и побег расщепится, то ваша почка пропадет. Второе, почему нужно делать именно косой срез. Сейчас я покажу какой. Вот такого плана. Почему важно делать косой срез? Я вот здесь покажу. При косом срезе вероятность того, что застоится влага на срезе, очень мала. Соответственно, после дождя, например, на ровном срезе будет у нас лежать капелька влаги, и вероятность прорастания спор грибковых заболеваний в веточку очень высока. При косом срезе вода стекает, и, соответственно, влага не задерживается, стебель подсыхает, и уже вероятность заболевания грибковыми заболеваниями уменьшается. Поэтому очень важно делать косой срез. Четвертое правило очень важное: удаляй сухие ветки. На розе часто бывает так, что какие-то веточки подсыхают, какие-то начинают заболевать. Вот, на что стоит обращать внимание? Ну, у нас здесь здоровые ветви, они имеют такой зеленый насыщенный цвет. Вот, а больные ветви будут иметь бурый, какой-то желтый цвет, либо вообще засохший, как вот в данном случае. Сейчас я вот срежу веточку. Оп. Вот такого плана. То есть это после прошлогодней обрезки остатки. В таких ветках заводятся грибковые заболевания, поэтому не стоит их оставлять на кусту. Так как они мертвые, нет никакого у них роста, вот, грибки очень быстро заполоняют это и впоследствии поражают полностью здоровое растение.
Есть. Оп, вытаскиваю. Есть. Хорошо. А? Классный кадр. Оставляй только здоровые. Здоровые ветки у нас зеленые, помоложе, с краснинкой, а больные от них отличаются другим цветом. Цвет этот коричневый, либо желтый, с какими-то повреждениями. Вот такие ветки обязательно стоит удалять. Недоразвитые ветки очень тонкие. То есть, например, вот здесь у нас есть толстая ветка, хорошая, вот, которую она идет снаружи, ее можно оставить. И здесь же идет тоненькая веточка. Вот, с такой ветки не будет хороших цветов, хороших побегов. Ее можно будет удалить. Пятое правило. Обрезая ветки, которые растут внутрь, не загущай куст. У нас здесь очень много ветвей, и нужно оставлять ветви по периметру. Почему? Потому что роза, как видите, куст очень прямо стоячий. И для того, чтобы задать ему ширину, вот, для того, чтобы солнышко освещало все ветки, нужно максимально его расширить. Соответственно, нужно вырезать ветки, которые у нас загущают. Вот в данный момент, например, вот эта ветка, она растет внутрь куста. Она здесь не нужна. Вот, ее стоит обрезать. Шестое правило гласит, что розу лучше обрезать чуть-чуть короче, чем длиннее. Как правило, у разных роз по высоте разная высота обрезки, но вся она сводится где-то примерно к 30-40 сантиметрам. Если розы пониже у вас, то есть бордюрные, там флорибунда, например, до 80 сантиметров высотой, то не оставляйте розу длиннее, чем 30 сантиметров. Если такая, как у нас, можно оставлять 40 примерно сантиметров, чайно-гибридная роза. То есть здесь куст крупный, он старый, и можно оставлять чуть-чуть выше. Для чего нужно занижать высоту при обрезке в зиму или же после зимы? Для того, чтобы давать возможность розе обновляться, потому что у розы побеги стареют достаточно быстро. Возможность выгонки базальных побегов, а базальный побег – это побег с самого низа от прививки, то такие побеги появляются только в том случае, если вы розу хорошенечко прирежете. Таким образом, роза омолаживается, ветки омолаживаются, и вы получаете красивые, шикарные цветы у розы. Итак, когда все уже 6 правил выполнены, у нас остается вот такой куст с отдельными побегами. И вступает в силу 7-е правило. Где резать? Где конкретно именно резать? Резать нужно над почкой. Примерно где-то полсантиметра оставлять над почкой. И обязательно каждый побег оставлять почку так, чтобы она смотрела наружу. Вот смотрите, у нас в данном случае почечка. Вот с этой стороны. И она смотрит наружу куста. То есть следующий побег, который выйдет из этой почки, он у нас выходит вот так. И куст у нас ширится. И ему хватает везде света. И он отлично растет и отлично цветет. Вот таким образом примерно где-то. Вот, оставляя 40 сантиметров, 30-40 сантиметров. Вот общий диаметр куста. Вот, каждую почечку мы режем наружу. Вот она у нас тоже почка. Видите, вот лист. Здесь у нас почка. И мы режем вот здесь. Есть. Здесь. Вот здесь. Итак, оценим, что у нас получилось. У нас получился полноценный куст. Он у нас где-то размером в 50 сантиметров по кругу. У нас ветки находятся по периметру куста. Вот, почки смотрят наружу. То есть все правила соблюдены. Здесь у нас осталась слабая ветка. Но так как у нас с этой стороны ветвей не было, мы оставили даже слабую. Вот, ветки расположены равномерно по всему периметру куста. Соответственно, на следующий год роза выпустит полноценный куст. Вот, он будет шире, чем обычно. И будет отлично цвести, так как везде будет доставаться солнышко. Я надеюсь, что моя инструкция была понятна даже коту. Поэтому оставляйте под видео ваши комментарии, вопросы, если они у вас возникли. И до новых встреч!